Да нет, ничего, никакого плана нет. Ты охуел, что ли? Наверное, это уже мое шоу, да? Просто, я-то хотя бы выиграл, вот, а не проиграл. Хорош! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная пресс-конференция, в которой мы будем знакомиться с бойцами предстоящего карда, зададим интересующие нас вопросы, интересующие вас вопросы и посмотрим, какой настрой наших участников и что они покажут в завтрашнем ивенте. Встречаем, значит, первого нашего бойца, приглашенную звезду Святослав Коваленко. Встречаем! Всех приветствую, рад всех видеть. Спасибо, что Поприветствуем еще раз пришли. Святослава. Встретим во Владимире тепло. И его соперником предстоящим будет Никита Бага, XLX. Который дрался с сатанистом. Звезду увидел. Всем здравствуйте, спасибо, что пришли, поболеть за меня. Всех рад видеть, рад видеть. Брат, волнуюсь, брат. А так всем спасибо. Так, давай пока мы, ребят, что-нибудь спросим, что нас интересует. Я вот хочу спросить Святослава, как он доехал. Доехал отлично, все хорошо. Как тебе, быстро. Владимир? Ты первый раз здесь или был у нас Да, еще? первый раз. Такой Первый раз? необычный город, старинный. Видно, да, сразу. У нас, мы тебе покажем несколько наших достопримечательностей после Сегодня ночью, пресс-конференции. да? Да, после пресс-конференции. Давай я спрошу, что ты думаешь о своем участнике. Ты не знал, кто будет твоим соперником. Да. Что ты о нем думаешь? Ты наверняка смотрел его бой с сатанистом. Как прокомментируешь со своей? Ну, 2 раунда с сатанистом — это сильно. Ну, как тебе, когда ты вот узнал, что мы устраиваем тебе бой с Коваленко, какая была твоя первая реакция? Нулевая, брат. Ты охуел, что ли? Ничего, братан, удивительно. С Коваленко, ладно. Я приехал 3 дня назад с моря. И как бы вообще об этом не думал. Тут сразу у меня на короткой сюда. Ты готовился вообще? Да, брат, готовился. Я в твоих историях только шашлыки с пивом видел постоянно. 2 раза был я в спортзале за Ну, все равно не последние суть. Ладно, полгода. если Да. бы ты тренировался, все равно тебе это не помогло, я понял, все. Ну да, я знаю. Я поэтому думал, зачем буду время сразу тратить. То же самое подумал, брат. Ты говоришь, знаешь, тебе это не поможет, брат. Не твой уровень, дорогой. Правильно я понимаю? Друзья, с каждым разом наше шоу набирает обороты, и в этом нам помогает наш партнер OneWin. Благодаря нашему партнеру компании OneWin ты сможешь принять участие в самых ярких и интересных событиях в мире спорта. Компания OneWin предлагает линии на все виды спорта, но лично меня интересует английская премьер-лига, которая начнется 12 сентября. Самая простая регистрация и удобное приложение без проблем вам поможет сделать ставку. Зарегистрируйся прямо сейчас и получи 200% плюсом на свой депозит по промокоду PULETV. Компания OneWin – наш надежный партнер в мире спорта. Пацаны, судя по, как я услышал, у одного подготовка была лежание на море, у другого лежание под тату-мастером. Я так понимаю, что весь бой будет заключаться в морально-волевых каждого. Вот хотелось бы узнать, как настрой моральный. Понятно, что физически такое себе, как моральный настрой, Свет? Самое главное, что тату-мастер была девушка. Вот. Ты просто сказал по тату-мастерам. Ну, в тот момент, да, когда? Ну, я не то имел в виду, ладно. Да нормально я расцениваю и физическую, состояние, и моральное, все отлично, типа, нормально. Как говорится, когда заканчивается сила, начинается выносливость. Когда заканчивается выносливость, начинается характер. Нет у тебя такого, что прям недооцениваешь, прям в хер его? Не, я нормально его оцениваю, я вообще не считаю, что мне там что-то легко будет. Я просто понимаю мое состояние физическое, то, что я иногда по лестнице поднимаюсь, что-то дышать начинаю. Поэтому я нормально расцениваю. Судя по разнице весовых и к твоей подготовке, повторюсь, лежанию на лежаке, я предлагаю тебе забороть его, лечь на него, и так все 3 раунда, и сколько там 2 будет. Вот так, будет контроль, как у Хабиба будет контроль. Ну как вообще твои морально-волевые, расскажи там, как свой настрой. В принципе, морально я готов полностью. То есть страха вообще абсолютно нет никакого. Выйдем, подеремся, покажем. Надеюсь, классный бой, да, Святослав? Зрелищный тоже, надеюсь, наверное, может быть. Если ты покажешь его, конечно. Но так, сделаю все возможное, чтобы вас удивить. Свят, ну такой у меня 2 вопроса. Первый провокационный, наверное, будет. Как ты вообще себя чувствуешь после последнего своего боя?
Зелему. Отлично чувствую себя. Нормально все, пришелся. Ну все. И второй вот, ты, может, у тебя есть план перед боем или на бой вообще что-то там, акцент куда-нибудь там, знаешь, ноги, руки, борьба. Да нет, ничего, никакого плана нет. Ну да, правильно, везде минимум шансов. Но все равно я желаю удачи, без травм, бага, Спасибо. Гаспол. Значит, один из часто задаваемых вопросов был, почему мы решили именно Багу поставить против Коваленко, когда Святослав дал свое согласие. Вот, в принципе, прямо сейчас на пресс-конференции эта тема и раскрывается, правильно? То есть два чувака, у которых явно есть дух, но нет бойцовской подготовки, да, в этом они на одном уровне. Святослав у нас медийная личность. Из наших бойцов мы медийных личностей предложить не могли, но у нас есть Бага, который в Ютубе набрал уже более 500 000 просмотров, поэтому, знаешь, я что хочу спросить? Понятно, что вы оба там, да, особо не бойцы, оба будете ввозить. Ты свой характер показал на всю Россию. На всю Россию. На самом деле это очень заслуживает огромнейшего уважения. Без преувеличения ты стал таким национальным героем. И то, что ты сделал, ну, мало кто может сделать. Такое только может человек безрассудный сделать, либо глупый. Ты безрассудный или глупый? Какой ты? Вывожу ношу по себе, да и все стараюсь так. Бывает иногда заносит, а так стараюсь аккуратно. Да у нас же не разборка, у нас же чисто спорт. Ну какая разница, вы же должны показать бой, да? Вы же не хотите там выйти и валяться. Вас посмотрят, пускай у нас на канале там не миллионы просмотров, но твой бой от 500 000 наберет. Вот тебя что, не пугает, что он на 10 чеченцев попер? Да нет, не пугает. А что пугает-то, блядь, брат? Но Попер, это его проблема, это его дела. он задавит тебя чисто своей... Значит, Ну, пускай давит, я тоже буду давить, брат. значит, ты тоже будешь давить. Да, меня давит, поэтому называют Никита Пожарная машина, братан. Потому что я всех тушу, братан. Понимаешь, блядь? У меня, знаешь, какой вопрос? У меня более глобальный вопрос. Есть такой бизнесмен Черняк, и он всегда своих гостей спрашивает, что важнее, путь или результат? Тебе не кажется, что путь, который, и что то, что получилось, это результат, а получилось это потому, что ты выбрал именно этот путь? Именно путь конфликтов, именно путь провокаций. Как ни назови, да, это вы пытались навести порядок там, где его не навести. Да, как Лев против это делает. Не кажется ли тебе, что то, что получилось с этими ребятами, там, эта драка, это результат того, какой путь ты изначально выбрал на Ютубе? Я считаю, что, в принципе, все, что должно в жизни случиться, то и происходит. И вот этот путь, который изначально прошел, это рынки, там, кальяны, это же все случайно вообще появлялось. То есть это не было запланировано. Случайно один раз пошли на рынок, там до нас докопались, и в этот момент мы включили камеру, даже не хотели создать контент. Бах, получился контент, интересно, здорово, ну-ка, пойдем-ка еще раз. И так стало интересно, потом перестало быть интересно, появилась другая тема, начали другой темы делать. Я считаю, что это все, ну, как должно было, так оно и случилось. Я даже особо не вдумываюсь, вот как бы по-другому бы. Вот все, случилось, так и есть. Если бы вернуть время назад, ты бы пошел бы на эту встречу один, еще раз? Если бы зная такой исход, я бы взял бы с собой еще людей. Здравствуйте, пацаны. Как дела, Никитос? Нормально все? Ну, к тебе первый вопрос, потому что ты как бы наш человек, да, с нашего города. Ну, вообще, какой у тебя геймплан-то по бою? Ну, как себя видишь? Первый раунд, там, можешь, в первом раунде хочешь финишировать, второй, третий? Мне кажется, второй раунд. Кажется, или все-таки какой-то есть настрой? Нет, мне кажется, что это второй раунд, и больше будут делать акцент именно на второй раунд. То есть вы будете думаешь, вы будете щупать друг друга, как ты прочувствовал первый раунд? Ну да, смотри. Ну а если Святослав тебя просто загасит в первом раунде, и все? А у меня к вам вопрос, парни. Святослав мне писал по поводу регламента боя. Как ты смотришь на то, чтобы бой проводился вместе с коленями? Полностью, локти. В бою именно. Я не переживаю. Все, окей, все, согласен, давай. То есть полный контакт, да? Да. Вот бой интересный будет. Парни, привет. Скажите, пожалуйста, почему вы так безответственно подходите к бою? Один 2 раза в зале за год был, другой на шашлыках был и на море. Вы приезжаете, вы основной бой, основной карт, ни один, ни другой не готовы. И я просто знаю здесь людей, некоторых, ну даже многих, и они из спортзалов бывает не вылезают. И вы хотите, чтобы ваш бой был интересным за счет просто медийности какой-то и так далее. Ну, почему вы не готовы? Хороший вопрос. Отвечаю за себя, то что в этом и есть моя проблема. И если ты посмотришь на ютубе все мои бои, там есть и с Тором интересный красивый бой, и на панч-клабе, и ни к одному бою я не готовился, но все же я смог показать красивый бой, и было зрелищно. То есть я держался очень много.
Не считаешь, что это неуважительно по отношению к зрителю, который любит следить за тобой, хочет посмотреть на тебя? Нет, я не считаю, что это неуважительно, потому что зритель смотрит, а я помимо боев там где-то дерусь, у меня еще есть другие вопросы, дела и проблемы всякие разные. Просто не всегда успеваю это делать. Я очень-то хочу, в принципе, довести дисциплину, но пока что, нет, с каждым разом все лучше и лучше, но пока что не получается. Мне кажется, в нашем случае зрителю будет интересно более такой непрофессиональный бой, как спорт, то есть в клетке, ММА. Мы, в принципе, оба такие медийные личности, он, конечно, больше, я гораздо меньше. Будет интересно смотреть, что мы из себя представляем и что мы можем показать. Значит, следующая пара у нас пойдет Давронов Эргаш. Где ты у нас? Проходи. Присаживайся. Такой. О! Садись, Святослав. И его соперником будет Данил Цветков. Проходи, Данил. Всем привет, спасибо, что пришли, ребят. Самое главное в спорте, ребят, это уважение. Вот, и я как бы уже такой взрослый пацан, чтобы тут хайпиться. И я как бы самое главное это показать на деле, выйти в клетку, показать очень красивый бой с уважением, все четко. Отлично, спасибо, Данил. Привет всем сначала. Я соперника вижу, я его уважаю как спортсмен. У меня больше ничего нет, все нормально. Сначала вопрос Даниле. Данил, привет. Данил, помнишь ли ты это здание? Ты был здесь 8 лет назад. Да. Ты здесь дрался, если помнишь. Незабываемо. Как настроение, как настрой у тебя? Ну, в принципе, про тебя все знаю. Хороший, спокойный. Готовишься? Данил, вопрос такой. Я твои бои смотрю давно. Ты выступал на профессиональном ринге. И ты, наверное, видишь динамику, что у тебя в борьбе возникает проблема с базовыми борцами. Скажи, пожалуйста, потянул ли ты борьбу в последнее время? Занимаешься ли ты ей? В стойке вопросов нету, вот именно к борьбе. Потянул ли ты ее? Я сейчас занимаюсь в Леон Академии джиу-джитсу, грэпплинг, вот, отрабатываю, раньше еще самбо занимался, вот, так что. Эргаш, смотри, Данилу мы знаем, Данила базовый ударник, скажи про себя. Я из Узбекистана, я из детства, 6 класс начал, наверное, вольная борьба, я международный призер был, потом чемпионат Узбекистана призер был, у меня, все нормально сейчас. Данил, вопрос к тебе. Очень многие нам в комментариях писали о том, что предыдущий бой, вообще соперник был даже рядом, грубо говоря, он не стоял. И я, в принципе, с этим соглашусь, потому что, повторюсь, ребят, для вас, соперник был по заявке, соперник был за день до боя, потому что человек просто не приехал ни на конференцию, ни на взвешивание, вообще его не было. От организации, перед зрителями, кто смотрел вообще, в принципе, это видео, немножко извиниться в плане того, что действительно человек был неподготовленный. Но Данил просто делал свою работу. Сейчас как бы соперник поинтереснее. И я думаю, что эти парни действительно покажут крутой бой. Ребята, если честно, бой покажет. Вот, выйдем, покажем красивый бой с уважением друг к другу, подвигаемся, покажем все. И ударку, и борьбу, все покажем. Вот, все четко. Молодцы, отличный настрой. Не обидно ли вам, что вы не главный бой вечера, и что люди, которые представляют главный бой вечера, перчатки не знают, куда одевать, на руки или на ноги? Но это не главное, ребят. Главное это бой. Бой, ребят, как к нему нужно относиться? Это это твое воспитание. Вот, это не то, что нужно выходить, убивать человека, это все глупо, это какое-то маньячество. Бой это искусство, это красиво, нужно красиво показывать бой. Красавчик. Мне без разницы, это главный бой или не главный бой. Хочу показать, чтобы людям нормальный бой, уважительный и красивый бой показать. Лично для меня, понятно, ваш бой супер интересный, вижу, вы оба спортсмены крутые, но для меня есть бой, твой, с другим парнем, которого я жду. Да. Мне просто интересно, как ты вообще смотришь на бой с Джафаровым, готов ли ты к этому бою и хочешь ли ты его, самое главное? Да, ответь, Данил, хороший вопрос, хороший. Конечно, поработать с Максом еще разочек-то, надо нам побиться-то. Всем привет, всем привет. Так что, для нас это искусство, брат.
Да, Макс, ответь, как ты относишься к этому бою? Хочешь еще один бой с Данилом? Да, без проблем, с удовольствием. Значит, если он побеждает, следующий турнир ваш реванш. Без проблем. Данил, Кстати, ребятки, да, немножко похвастаемся. Сейчас мы действительно от нашей организации, вы все видите, что мы разделили на весовые каtegории, ребят. И вот, ребят, могу сразу же сказать, в вашей весовой категории, вам 82 килограмма, мы подготовили пояс, я уже его заказал. И, возможно, если Данил выиграет оппонента, да, то есть как бы бой за пояс будет именно у вас на следующем проекте, в следующем карде. ну, если выиграешь, ты хочешь следующий бой вот с Максимом подраться? Да, конечно, хочу. Отлично. Сказали, чтобы у вас есть уже пояс. Да. Я хочу это выигрывать. Все, отлично. Максим Джафаров. Встречаем. Встречаем. Встречают Максима Джафарова. И его соперник Межиев Махмуд. Участник битвы за хайп, ребят. Мага, ты у нас участвовал у Амирана, да, в раунде. Я так понимаю, потому что я смотрел твой бой. Но он был проигрышный. То есть потом ты мне скидывал еще пару боев твоих. То есть, естественно, класс отличается. То есть я вот прям посмотрел то, что было у Амирана. Это вообще прям нулевой результат. Всем добрый вечер. На самом деле у меня это не последние бои, как бы у меня много любительских боев, вот. Я много везде выступал, как бы. А к Амирану как попал? Заявку Да, отправлял? да, через заявку, вот. Через заявку. Медийность так не повысилась, как мне хотелось. В общем, ты у него не хайпанул, я правильно понимаю? Да не хайпанул. Так, Максимка, ты у нас уже победитель, как говорится, в нашем промоушене. Там, сколько у тебя уже боев, я даже сам забыл, 3, наверное, 3 боя, да. И все 3 победы, досрочные, прогибы, все подряд там было, и молодец, да. То есть вот, в принципе, достаточно именитый соперник первый твой, да, в плане медийности, да. Сразу же хотелось вопрос задать к тебе. Будет ли прогиб? Безусловно, я очень буду стараться показать красивый, яркий бой, как можно больше бросков, ударов. Сейчас активно подтягиваю ударную технику. До этого всю жизнь занимался борьбой. База самбо. Пощады не будет, в общем. Что могу сказать? Макс, тебе вопрос. Ты стал такой звездочкой промоушена парней. Действительно, на тебя приходят посмотреть, но лично мне твои бои интересны, я постоянно с таким воодушевлением за тобой слежу. Скажи, пожалуйста, если будет перспективы перейти в другой промоушен за больше и... Подожди. Провокация. Нет, я не перетягиваю никуда, нет. Мне просто интересно, наоборот, я хотел узнать, если будет предложение, более интересное предложение коммерческое тебе, не бросишь ли ты нас, я имею в виду нас, наш город и наш промоушен, не забудешь ли ты, с кем ползал, когда полетишь? По поводу какого-то предложения, там, на развитие и так далее, я думаю, здесь все присутствующие, кто за меня болеет, кто меня знает, они, наоборот, будут рады, что я пойду куда-то дальше там, и так далее, развиваться. Естественно, я с кем ползал, я никогда не забывал и не забываю. Вот, буду помнить вас всегда. Вот, а так, конечно, я бы согласился на самом деле. Вот. Но пока здесь, пока тут, поэтому так. Хотел бы тебе задать такой вопрос. Видели твои бои на Ютубе, да? И ты в известных промоушенах выступал, но там не было такого соперника у тебя, как Максим. Что ты будешь делать и что ты ему Да не считаю Максима серьезным бойцом, как бы его соперник, он выиграл, как бы, мешка, так сказать. У него был 0,4 рекорд, вот. Я посмотрел его, вот, шердоги, как бы, вообще, как бы, туфта, вот. Просто, я-то хотя бы выиграл, вот, а не проиграл. То, что ребята были мешки, там, они подготовленные, как бы я их, не я сам выбирал, не я себе пару составлял, мне кого дали, я с тем и бился. Когда мне предложили бой, я даже не сказал то, что кто мой соперник, не соперник. Мне вообще наплевать было вообще, с кем я выхожу. Вот.
У меня нету страха такого. Страха нет на неуважение. Даете забирать все лышки, как Естественно. бы. Да зачем ты и всё. перебиваешь? Зачем ты перебиваешь? Я вот говорю в микрофон, я же тебя не перебивал. У тебя Говори, страха говори, нет, у тебя тебя есть слышно хорошо. неуважение к другим, ты осмелишься опаздывать, я не знаю, задерживаешь всех, все тебя сидим, ждем. Это некрасиво, по крайней мере. Ну, Минимум. начальство не задержишь, да, как бы. А, ты начальство у нас, да? Ладно, хорошо, я понял. Я задаю вопрос. Мага, ты, значит, бои смотрел, да, Джафарова? Да там, как бои, там один бой был такой, и все. Ну, значит, из того, что есть, ты посмотрел только один бой, я правильно Да, понимаю? один бой там. И всё он на тебя не канале впечатлил? Вообще не впечатлил. Что ты покажешь Максу конкретно? Какая твоя Да, не преимущественная? буду загадывать клетки, вот посмотрим, что как вот. Ну, какое, что у тебя преимущественное, что ты? Вот, например, у Макса преимущество борьба, да? Он делает всегда красивые броски. Мешок Ну, не я мешок. тоже КМС по вольной борьбе. В борьбе посмотрим, составишь чья ему борьба конкуренцию? Сильно, конечно, составлю. Я во всех аспектах вот, постараюсь его доминировать. Вот. Значит, какой-то геймплан все равно у тебя есть. Макс, как ты будешь реагировать на доминирование магии? Не твой уровень, дорогой, не твой уровень, братуха. Хорош, хорош, хорош. Ну, я, в принципе, уже примерно представляю, как будет происходить бой. Будет пара попыток прохода в ноги. И дальнейшее доминирование закончится просто. А потом начнется мое доминирование и в борьбе, и в стойке, и во всем. Я тебе, брат, быстро бой не закончится для тебя, это 100%. Все 2 раунда мы с тобой будем биться. И вот в конце Там мне 2 раунда Эльвин только? скажет, пошла последняя минута, и все, и на последней минуте бой решится, брат. 2-го раунда. Макс, тебе вопрос. Я тебя не так близко знаю, но насколько смог понять, ты такой достаточно спокойный, улыбчивый парень. Но сейчас я вижу, ты такой немножко адреналинчик запустил. Скажи, нет ли такого, что магии удалось тебе в голову немножко залезть, частично тебя немножко подбесить на личном уровне? Я уже понял. Нет, ни в коем случае. На самом деле я к Магомеду, у меня нет никаких-то ему личных претензий, такого плана нет. Я его как человека уважаю, как спортсмена также уважаю. Молодец, то, что приехал, то, что согласился на бой. Приглашается Беспалов Денис и Алимов Бабур. Язык плохо знает, у него переводчик будет, ребята, если что. Сразу же вопросы к Денису. Сейчас все посмотрели на твои тапочки розовые. Но, ребят, это мастер спорта по боксу. КМС. КМС, да, КМС. То есть я лично человека знаю, мы раньше занимались. Я видел, как человек боксирует, и сразу скажу, что, как вы любите, этот бой пройдет в стойке, потому что соперник тоже боксер, и будет действительно очень крутая заруба. То есть здесь вообще борьбой даже пахнуть не будет. Изначально ребята говорили, что бой будет в стойке, и мы посмотрим на рубку в прямом смысле этого слова. Вопрос к тебе, Алим. С какого города, откуда родом? Здравствуйте, родом из Узбекистана, живет в Владимире. А про вас узнал через Мухаммед. Который у нас выступал, да? Да, который выступал. Сколько занимался по времени боксом? Какой есть разряд? 3 года. Разряд? Второй разряд. Какие-то именно вот выступал в каких-то, может быть, соревнованиях интересных? Он по области выигрывал, и в Ташкенте выигрывал. Приглашается Зайцев Алексей. Его соперник Ибрагим. Наша восходящая звезда. Здорово, ребят, ты у нас уже выступал, да? Так нормально, уверенно, доминирующий выиграл своего противника. Алексей, ты смотрел его бой? Да, я смотрел его бой. Ну, как ты оцениваешь его подготовку? Он мне изначально понравился, его техника, его вообще поведение боя. Он спокойный, он очень техничный. Я сразу захотел с ним. Если будет бой, я думал на тот момент, то я хочу именно с ним. Исходя из того, что ты увидел, оценивая его подготовку, ты сможешь ему противостоять? Что у тебя есть в запасе? Какой арсенал? Я базовый борец, дзюдо самбо у меня изначально, но я сейчас работал над стойкой тоже. Я хочу зарубиться, я хочу пройти всю дистанцию, 2 раунда хочу зарубиться и все 6 минут отбоксировать, отбороться, то есть и показать красивый бой.
Ну, мы с братом просматривали его аккаунт. В принципе, пацанчик интересный. Мне очень интересен этот бой. Парни, вот всегда хотел спросить именно у таких бойцов, как вы, сейчас только без обид. И я смотрел на таких, как вы, которые внешне вообще никакой угрозы себе не представляют для людей. А по внутренним могут, в принципе, нормально наколоть, блядь, там, человека до 90 килограмм там, спокойно. Как часто приходится драться из-за того, что вы внешне нездоровы, но при этом у вас хорошие там, бойцовские навыки на улице? Да, в принципе, не часто. То есть много может быть конфликтов, но смотря как ты себя будешь в них вести, есть много очень провокаций, но себя нужно сдерживать в руках, потому что ты спортсмен, у тебя есть навыки. Подожди, блядь, когда последний раз дрался на улице? Честно отвечай. Еще раз. Последний раз я в клубе дрался. Мы себя спокойно вели, а ребята маленько подпили один раз. Там до нас докопались два, ну и уже и третий раз там уже пощечина. Ну и я уже не смог терпеть, я просто, Когда это было? Ответь на вопрос, когда это было просто. Год назад. Ну я последний раз дрался, если быть честным, наверное, в классе 7. Но он очень сдержанный в этом плане. Красавцы, пацаны. Знаю, как бы. Не знаю, как вы это также делаете? стараюсь обходить все конфликты стороной и все, что можно уладить словами, зачем кулаками, то все решать. Выходи, Джонни. Выходи, да. Реально на Джонни похож. Да. Так, его соперник Ухин Владислав. Сразу же хочу спросить у Джонни. Очень был активен в вопросах участников, теперь и вопрос тебе. Откуда родом, с какого города к нам приехал? Как к нам попал, как к нам он нас попал, узнал? да. Сам живу в городе Тюмени, попал к вам, увидел в сторис у Руслана на бинтах. И, ты ведешь, да? Не, ведешь ты Инстаграм, да? Ну да, ты мне раз в месяц там одно сообщение отправлял. В 2 предложениях. Я дважды чемпион России по рукопашному бою, я мастер спорта по рукопашному бою, я чемпион... Да не очку, я шучу. Смешно. Смешно. Да. Нет, честно, знаешь, вот когда Дима скинул мне, вот, Влад тебя зовут, да? Ты мне скинул вот фотку его, я, посмотрел, думал, что... На Иссыкуле. Я не знаю, где это был. Вот фотку я посмотрел, думал, такой крепкий парень. И зашел, вот увидел тебя, честно, я думал, что мужик какой-то с рыбалки пришел, сидишь один там в кожанке Бывает, с рюкзаком. бывает. Да. А потом уже, когда ты подошел ко мне, я понял, что ты мой соперник. Вот так вот. Скажи, в чем? Ты сам чем занимался? Сколько? Борьбой занимался, дзюдо, греко-римской занимался. Чемпион? С Максимом Джафаровым, да? Ну да, так чуть-чуть я с ним ходил, так занимался. Он мне так чуть-чуть бросал нормально. Он нормально тебя бросал? Он? Спроси у него, он мне нормально бросал. Ну, Максим, если ты говоришь нормально тебя бросал, я буду ненормально бросать. Пожалуйста, пожалуйста. Влад, как ты думаешь, почему именно ты выиграешь этот бой? Как ты думаешь? Почему я его выиграю? Да. Ну, во-первых, он не Магомед Исмаилов. 100%. 100%. Я тоже не Магомед Исмаилов. Ну. Ты тоже не Магомед Исмаилов. Ну, я и не Федор, и не Емельяник Александр. На своем уровне что ты покажешь? На своем уровне, борьба, удар, качем. Душить будешь, ломать будешь, все вместе будешь. 100%. 100%. Все У будет. меня соперники были посерьезнее. Ты посерьезнее, чем я был? Ты знаешь, ты меня знаешь там, или за меня знаешь? Ну, я представляю, кто ты такой. Какие у тебя представления? Ну, борец ты. Я борец? Да. Вообще ни разу. Главное, не волнуйся, не переживай. Да, Кстати, кто а волнуется? что это, Дима, у меня еще вопрос к тебе. Наверное, это уже мое шоу, да? Давай. У меня вопрос, а что вода-то только для этих? Основной карт, что ли? Он Нет, пошутил, что он пошутил. Титул, нет, я не бился. То есть по профессионалу в клетке я не бился. У меня были любительские бои по рукопашным. Что ты смеешься? И вот на чемпионате города, на области бился. По Панкратиону выступал. Я хотел узнать просто, сколько тебе лет и как давно ты занимаешься? На самом деле мне 28 лет, и я занимаюсь рукопашным боем с 2009
2010 года, ну, занимаюсь, и то есть у меня даже были ограничения в спаррингах. Я не в связи с тем, что у меня была операция на челюсть. На разряды разрядов я не нету, да? сдавал, на разряды. Говоришь, конечно, ладно, просто вообще нет, не думаю, что во время боя типа будет диссонанс между тем уверенным чуваком, который был на пресс-конференции, и типа ты выйдешь и немножко потеряешься. Что если ты упадешь, он говорит, против сразу этого рухнешь? рыбака-борца. А вот он тебя задушит, например, борец прям Не, заряженный. он не задушит, он не такой. Задушающий сделаешь, что ли? Ты можешь нам гарантировать сейчас, что парни, та яркость, которая есть сейчас на пресс-конференции, такая же она будет и во время боя? Смотри, я помимо того, что красиво говорю, я еще красиво делаю. Возможно, вот Влад уже зуб давал кому-то и не получилось, да, выстоять. А я вот не буду вот таких громких фраз говорить. Ты дрался вообще? Ну, конечно, На дрался. соревнованиях дрался? Здесь, в России, нет. А в Ну, России чё? он уже 15 лет. 17 лет ты здесь живешь в Да, России. да, да, И да. здесь ты ни разу не дрался. Ну, А где нет. ты в садике дрался, что ли? Получается, в садике Так ему дрался. 60 лет. Сколько лет тебе, кстати? Нет, сейчас 35. 35? Да. Дядя Влад. Да. Честно, не знал, надо было раньше сказать. Я бы еще жестче бы с тобой. Хорошо. Давай. Заебал. Давай, сейчас Коваленко. Ой-ой-ой-ой-ой, заруба будет. Заруба будет. Я уже чувствую эту энергию. Что-то очень близко. Live young, live sprung without no rules. Have fun, get spun, it's what we do. I be that dude. Hands up, let's make a move. Live young, live sprung without no rules. Live young, live sprung without no rules. Have fun, get spun, it's what we do. Итак, ребят, пресс-конференция подошла к концу. Все сегодняшние бойцы показали неимоверный характер. В завтрашнем ивенте будут невероятные бои. Мне кажется, ребята покажут сильное противостояние. Все ребята заряжены, все ребята готовы. Ждите их бои в следующем выпуске. До новых встреч! Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Еще раз хочу поблагодарить нашего надежного партнера, букмекерскую компанию OneWin. Ссылку для регистрации на наших партнеров вы сможете найти в закрепленном комментарии. Всем пока!